личность Стрэнджа неизвестна большинству сотрудников нашего комьюнити. Да и я не стану выдавать тайн. Речь пойдет не об этом. Сам я являюсь аналитиком и занимаюсь обработкой данных. Я хочу немного рассказать о личных впечатлениях, поделиться своим мнением несколько стороннего для вас человека, а значит и не вполне заинтересованного, чтобы вам понравится. Мы уже практически перестали мыслить мерами и категориями отдельного человека или отдельной семьи. Мы не занимаемся точными спасениями, как бывало ранее. Сейчас мы мыслим категориями человечества, пытаясь проникнуть в самую суть дьявольских планов этих чертовых инопланетян. А замыслы у них воистину дьявольские. Любой адекватный человек на нашей планете скажет, что их замыслы – сатанизм чистой воды. Телефон стоял в режиме без звука. Непозволительная роскошь по нашей занятости. Я чутьем знаю, что мне сейчас звонят. Это вырабатывается со временем. Перевернул телефон, лежащий дисплеем на столе. Стрэндж. Сердце забилось быстрее. Сам шеф редко звонил. Хотя нет, я путаю. Он вообще никогда не звонил. Но при этом у всех аналитиков был его номер, который менялся раз в 3 дня. По номеру было запрещено звонить, но принимать звонки было необходимо в течение минуты. Не более. Перезванивать запрещалось. Все это было связано с секретностью. Я сам не слабый специалист в плане запутывания следов, но у Стрэнджа все стояло на совершенно другом уровне. Или же он сам был профи разведки, или же у него в колоде был такой человек. Я нажимаю на дисплей. Да, слушаю. Голос Стрэнджа. Основная точка сбора. Время 1 час. Подготовьтесь по списку 2. Подготовиться по списку 2 означало, что нужно явиться в обычной гражданской одежде, не привлекая внимания. В руках должно быть что-то нейтральное, типа журнала или напитка. Я оделся в просторную однотонную футболку с большой надписью Nike. Одел спортивки, бейсболку и свои кроссовки. На столе у меня лежала пара журналов. Одним из них был Playboy. Да уж, хорошая готовность. Ладно, к черту. Место общего сбора недалеко от парка. Там куплю себе огромный стакан пепси или кофе. Так и сделал. Придя в назначенное время, оглядываясь по сторонам. Множество народа. Дети, катающиеся на каруселях. Рядом их мамаши. Какие-то мужики, пьющие пиво неподалеку. Студенты и прогуливающиеся парочки. Громадные деревья и асфальтированные дорожки. Среди людей я ощущал себя несколько одиноко. Как будто выделялся. Не было чувства единения с толпой. Так бывает всегда, когда идешь с определенной целью и не поддаешься потоку. Это чувство новичка в разведке. Сейчас это чувство возникло и у меня. Я ждал 5 минут, потом 10 и еще 10. Телефон молчал, но и ждать больше было нельзя. Нужно было уходить. Вполне могло случиться, что силы, противоборствующие нам, срисовали явку, и теперь сам я могу быть в опасности. Но на это также предусмотрены меры. Я не первый год в разведке, опыт есть, но дело, которым предстояло заниматься у Стрэнджа, было для меня новым и необычным. Я прекрасно знал, что подобные спецотделы созданы и под эгидой правительства, но скорее не для противоборства, а для сотрудничества. В голове крутилось 2 варианта. Первый, я задействован в некой игре правительственных сил. Меня проверяют на лояльность, но в этом случае меня бы уже давно ликвидировали, так как я перестал работать на правительство. Стрэндж и его люди имитировали мою гибель и вывели меня из-под наблюдения спецслужб. Второй вариант. Стрэндж действительно на свой страх и риск занимается борьбой с инопланетянами, содержит сравнительно большой штат сотрудников, платит жалования. Да, мое жалование тоже было оговорено заранее. Это значит, что у него есть фонды, есть мощности и научные силы заниматься разработкой. Был и третий вариант. О нем думать не хотелось. Стрэндж подставное лицо, и я в очередной раз буду выполнять всю грязную работу для высоколобых в белых кабинетах. Об этом думать не хотелось от слова совсем. В конце концов, имелись и у меня кое-какие козыри в арсенале. Но об этом позже. Я вышел из парка через центральный вход, прошел мимо ларька, где покупал кофе. Продавец посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Я прошел мимо, перестав думать об этом через несколько мгновений. Я шел по тротуару до ротонды метро. Это была намеченная мной точка эвакуации. Путь лежал вдоль многоэтажных домов, фасадом выходящих прямо на пешеходную дорожку. Вдруг слышу крики с подворотни. Все как в лучшем жанре, снова крик. «Помогите!»
Все люди идут по тротуару мимо меня, обгоняют, движутся навстречу, никто не обернулся на крик. Помогите! Голос взрослого мужчины. Забавно. Я припустил к подворотне и через несколько минут вошел в нее. Типичная подворотня между двумя многоквартирными домами. Высокий зеленый мусорный бак. Вечная невысыхающая лужа прямо посередине раздолбанного бетонного покрытия. Кирпичные стены, запах нечистот и снова крик, но уже тише. Помогите! Никого вокруг не было, ни души. Я зашел за бак и понял, что я дурак. Я вышел на спецзадание с целью встречи со Стрэнджем. Встреча не состоялась по какой-то причине. Я просто должен был покинуть квадрат и вернуться в свою квартиру. Место моей дислокации. Но нет же. Услышал «помогите» и побежал. За мусорным баком лежало звуковоспроизводящее устройство, которое произносило пресловутое «помогите» все тише. Да, и нужды не было, я уже здесь. В подворотне мелькнули тени, трое, это я понял краем глаза. Профессиональное. Нужно занять наиболее выгодное положение. Так, чтобы видеть всех троих и не зажиматься, и иметь ход к отступлению. Рукой в кармане нащупываю выкидной армейский нож. Мой постоянный спутник. Не такой громадный, как у Рэмбо, но вполне, чтобы писануть по кадыку. Поднимаясь от передающего устройства и игриво пиная его ногой и улыбаясь такой улыбкой а-ля «Все-все, вы меня поймали». «Здорово, мужики!» Напротив меня трое парней, одетых в форму охранников. Черная форма, бейсболки, рубашки без бейджиков. У одного пустая кобура, вероятно травмат, руку прячет за спиной. Улыбаюсь. Дилетант. Откашливаюсь. «Здорово, мужики!» Вперед выходит один из них. У всех троих безжизненные, пустые глаза, не выражающие эмоций. Такие глаза обычно бывают у нариков, уколовшихся дозой. Как будто смотрят не на тебя, а сквозь тебя. Я тогда так и подумал, что они три обдолбыша. Их главный, вышедший вперед, шепеляво засопел. Мы знаем, кто ты. У тебя есть телефон, контакты вашего Стрэнджа. Дай мне телефон. А еще чего? Вдруг один из них, тот, что держал за спиной руку, выкинул ее вперед. Все произошло как на автомате. Его руку я отпнул в сторону, а после ударил рукояткой своего ножа под челюсть. Самого здорового отработал локтем в переносицу, а третьего достал ногой с разворота в висок. Все трое лежат в разных позах. Подхожу к вооруженному, надо же, боевой. Пистолет системы Стечкина. Солидные ребята какие. Стечкин, если он не купил его где-нибудь на черном рынке у залетных деляк, то это явно армейский след. И не просто след, а почерк спецподразделений. Этого еще не хватало. Распахиваю его робу, на груди жетона нет. У других тоже. Темные лошадки. Обыскиваю карманы, и вдруг происходит неожиданное для меня. Бил, я на совесть, так чтобы упали. Тому, кому двинул рукояткой, 100% сломал челюсть. Но вдруг они начинают шевелиться, приходят в себя, открывают глаза, все такие же мутные, лишенные разума. Один из них все так же повторяет. Отдай телефон, отдай телефон. Я снова достаю нож из кармана, выкидываю лезвие. Это уже не похоже на подворотную разборку с тремя дураками. Это реальная засада, причем все сложнее, чем кажется. Но об этом меня инструктировали. Документ. Сводный анализ поведения специального агента. Агент Б-23 попался в спланированную засаду. Данное поведение было спрогнозировано на первом собеседовании. Засада была инспирирована самим Стрэнджем. Но путем слива информации были задействованы серые, раиды. Мы знали, что они не упустят шанс выявить аналитический центр через неопытного агента. Трое раидов были уничтожены холодным оружием, после чего агент Б-23 скрылся с места происшествия. Трупы раидов были спрятаны им в мусорный бак. После эвакуированы нами, в настоящее время находится в исследовательской лаборатории. В целом, агент 23 демонстрирует профессиональные навыки, опыт и возможность аналитического осмысления конкретной ситуации. Предлагаю в дальнейшем использовать агента Б-23 в боевой группе для выполнения фактических операций по захвату и ликвидации. Прошу принять решение в течение 24 часов. При отрицательном решении прошу разрешения задействовать боевую группу номер 2 для ликвидации агента Б-23. Как не прошедшего проверку. Я скрылся из подворотни, предварительно закинув трупы убитых мной существ в мусорный бак. Это были не люди, но я поздно это понял. Вот только меня терзала мысль, ведь это была проверка, однозначно проверка, в которой каким-то образом были задействованы инопланетяне.
Агенты Стрэнджа затянули меня в квадрат и вывели на меня этих существ. Да уж, конторка у них серьезная. Даже серьезнее, чем мне показалось на первый взгляд. Одного собеседования у них оказалось недостаточно. Они решили устроить проверку. Прошел я ее или не прошел. Нужно менять место дислокации, пока задницу не наскипидарили. Я вновь потер запястье, кожу жгло, на руку попала кровь одного из раидов. Я взял спортивную сумку и стал накидывать в нее вещи первой необходимости. Все было под рукой, я привык жить на бегу. Вдруг снова, чувствую своим чутьем, мне звонят. Беру телефон. Стрэндж. Нажимаю на дисплей. Да, слушаю. Тишина. И вдруг. Агент Б-23, вы приняты на работу. Ждите дальнейших указаний. Документ. Медицинская справка обследования агента Б-23. Агент не был предварительно проинструктирован о методах ведения рукопашного боя с существами серого типа. Далее раиды. Кровь одной из особей попала в руку в области запястья. Специальная защита отсутствовала. Помощь была оказана, но выявлены следы молекулярного проникновения. Агент взят под негласное наблюдение на предмет психофизических изменений. Кровь раида способна проникать сквозь кожные поры в кровоток с последующим достижением ткани мозга. Нами не выявлено активное вещество, но клетки крови раидов способны преобразовывать клетки головного мозга человеческого существа, снимая блокировки к ментально-телепатическому воздействию. Меры предотвращения приняты. Вероятность заражения 45%. Стрэндж так и остался для меня неизвестной личностью. Хотя я уже долгое время работаю в боевой команде, выполняя задачи по всему миру. Памяткой на всю жизнь остался шрам-ожог на запястье от существа, которое я запорол ножом в той подворотне. Потом мне уже дали конкретные рекомендации и научили бороться с ними, обеспечивая себе безопасность. Только сейчас я начинаю догадываться, что Стрэндж — это не конкретный человек, не единый руководитель. Вся наша организация и есть Стрэндж. Хотя я могу ошибаться. Сейчас я мелкая сошка с пулеметом. Мы летим в вертолете, голос командира выводит меня и еще с 2 десятка бойцов из полудрема, навеянной мерным пульсирующим шумом лопастей.